Представители знака зодиака Водолей. Водолеи, мои дорогие, здравствуйте. Таро прогноз, гороскоп. Неделя с 26 июня по 2 июля. Давайте узнаем, каковы подсказки карт. Будем, конечно, реалистами. У каждого своя какая-то обстановка вокруг, и поэтому общего какого-то знаменателя абсолютно точного не могут дать карты. Мы зададим основные вопросы, как традиционно. Первый будет, что важно знать, и такие же и карты будем доставать. Вот давайте первый вопрос и основная тема недели. Что важно знать и чего не избежать, или неожиданности возможные. Чему сейчас не время, или что нам может помешать, а что нам будет помогать. И по основным сферам жизни, дела, работа, бизнес. Что у нас в финансах и личная жизнь, как видят карты. Итак, что важно знать? Какая-то новость к вам спешит. Это как и известие, может быть, или предложение какое-то, все что угодно. Телефонный звонок, СМС или в мессенджере кто-то написал. Для вас так или иначе, как будто отправная точка, это может быть известие. Или это какое-то дело, которое нам предлагают, или обстановка так складывается, что придется нам быстро, может быть, так вот собраться и буквально куда-то отправиться. Или откликнуться на это предложение, или как-то взаимодействовать с этой новостью, информацией. Все зависит от того, что это будет. Но самое главное, посыл, что мы не можем оставить чего-то на потом. Нам будет, ну, как минимум одно, видимо, какое-то решение или, ну, обстоятельства, может быть, и так, когда наша быстрая реакция предполагается. Мы ведь можем и что-то упустить для себя ценное, если мы скажем, ну вот я буду думать завтра, а завтра уже что-то поменяется. Поэтому какая-то наша активность уже предусматривается на неделе, а может быть много какой-то информации. В принципе, это может быть и неделя в какой-то многозадачности, так тоже может быть. Давайте посмотрим, чего не избежать. Ну, самое прекрасное, наверное, не избежать славы, почета, удачи, вдохновения, какого-то счастья, да, и как минимум одна какая-то новость нас точно порадует. У каждого свои задачи. Нет, опять же, повторюсь, общего знаменателя, но карта Солнца– это когда у нас сбываются мечты, и поэтому хоть что-то одно определенно улыбок на вашем лице добавит. Но это еще ко всему прочему карта выбора правильного направления. У кого-то может проиграться, что я решаю вопрос, именно вот оказия будет решить что-то окончательно, какой-то итог подвести, и вот это самое направление самому себе задать на несколько месяцев. Это если мы переложим где-то до конца года. Что-то как новости, предложение, может быть, тоже у кого-то по работе что-то определиться, да, и тоже мы можем какой-то фарватер для себя намечать на последующие месяцы. Но есть определенно то, мои дорогие водолеи, что для вас проигрывается в плюс. И не упустить будет тоже важно. Вот в том значении, что я говорила, надо откликаться. Потому что если тут ведь может быть совершенно такая, знаете, ситуация, к которой мы будем не готовы. Но я думаю, вы-то как раз будете готовы. И если мы скажем, ну вот нет, ну я вот должен подумать, я должна еще это как-то вот посоветоваться, то мы можем упустить какой-то его величество счастливый шанс, случай. Но держим руку на пульсе, одним словом. Чему сейчас не время? Нет ничего такого для вас, мои дорогие водолеи, чему бы не было время. Посмотрите, туз кубков, хотя отчасти нам говорят, знаете, не расслабляйся, потому что сам по себе кубок, вот этот туз, он амброзия, как будто, да, переливается через край. И это как и воодушевление, как вдохновение, какой-то подъем эмоций, когда хочется где-то расслабиться, прочувствовать какой-то момент счастья. И, знаете, потерять какое-то равновесие. И мы его не должны терять. Мы где-то не можем дать себе слабину или не можем позволить себе вот так думать, что ну все решилось, и теперь все прекрасно.
Нет, в любой момент может пойти все в кривь и в кость. И поэтому нам придется где-то удерживать, как и заданные позиции, и в каком-то ритме, в каком-то тонусе продолжать находиться. Мы не должны упустить ни солнце, ни кубок, мои дорогие. Вот может быть так. И если есть какой-то воодушевленный подъем даже, мы должны правильно где-то расходовать эту энергию. Не ускоряться там, где не следует, но и, наверное, не обещать кому-то что-то, чтобы себя потом обесточить, вот как можно дольше сохранить этот кубок. Или если мы говорим про воодушевление какое-то, не должно быть эмоций через край, понимаете? Может быть, где-то рационализм, хотя ни одна карта об этом не говорит, но мы сейчас посмотрим. Все же рационализм нам определенно не помешает. Но помех нет. Это ведь чему сейчас не время или что нам может помешать? Да ничего практически нам не мешает. Если мы тут сами себе только что-то нафантазируем. Хотя ведь это тоже не про фантазию, поэтому явных помех нет. Поэтому и солнце. А что нам будет помогать? Вот правда. Ну, где-то из области рационального. Это карта интуиции, это карта тайных знаний, Верховная Жрица. Посмотрите, два старших аркана. С Солнцем у вас ложится Верховная Жрица. Это карта независимости в первую очередь, и поэтому рационализм или рациональный подход к решению любых вопросов абсолютно необходим. Даже если нас от какой-то новости переполняет вот так вот через край, как этот кубок, и все равно спуститься на нашу землю и рационально что-то обдумать. И собой не рисковать. Верховная жрица, если я сказала про независимость, ваша какая-то независимая позиция, это не значит, что мы идем ну, против ветра, или мы как бы противопоставляем себя кому-то. Скорее всего, нет. Тут при каких-то таких, ну, двусмысленных, может быть, ситуациях нам следует быть внимательным и так немножко в тень отойти, я бы сказала. Это нам помогает. Может быть, не быть в центре внимания, чтобы где-то не вызывать зависть. Вполне вероятно, холодная карта нам помогает. И значит, где-то, даже если нас переполняют чувства, не транслируйте, чтобы никто не позавидовал, что у вас сейчас все хорошо. Может быть, вполне вероятно, эти карты об этом тоже хотят сказать, и для кого-то это важно услышать. Ведь люди разные воспринимают по-разному, мы не должны себе навредить. И все то, что где-то мы интуитивно можем предчувствовать, скорее всего, нам не кажется, мои дорогие водолеи. Это есть какие-то предпосылки, и мысль, она материальна, она не случайно пришла нам в голову. Значит, так будьте внимательны к своим мыслям и подсказкам шестого чувства. Определенно. Не зависеть, наверное, как от чужого мнения, но и в то же время не в какое-то противостояние, да, мы вступаем, а делаем это аккуратно, незаметно, не меняем, может быть, наших принципов, это тоже важно. Ну и, как я говорю, все-таки есть элемент, если мы говорим про деньги, по Верховной Жрице, если уж мы про независимость, то где-то подушку безопасности, ну, извините, заначку, вот такое слово скажу. Что такое денежная энергия? Это способ взаимодействия с миром, и нам как раз предстоит с ним взаимодействовать. Плюс еще и какие-то события приходят на порог, которых мы где-то не ожидали, не готовы. И поэтому, если мы говорим про денежную энергию, здесь она тоже должна быть у нас. Мы должны быть ресурсны от начала до конца. Но, наверное, где-то мы тут на себе больше концентрируемся на этой неделе точно на наших как и планах, так и на какой-то действительности. В моменте здесь и сейчас нужно подмечать все то, что вокруг, и держать руку на пульсе, словно не упустить чего-то. Дела, работа, бизнес, правда. Но так себя надо позиционировать аккуратно. Это не значит, что мы соглашаемся со всеми. Нет, а это вот как раз по Верховной Жрице вот такой вот аккуратный нейтралитет. И об этом нам семерка жезлов, что люди могут пытаться с нами взаимодействовать, или видя, что у нас что-то получилось, или какой-то воодушевленный подъем. Нас могут пытаться приобщить к какой-то работе, к каким-то делам, но по семерке жезлов часто бывает это то, что выгодно кому-то или интересно. Хотя, с другой стороны, это может быть карта соревнования в первую очередь. И нам карта говорит, что
у нас достаточно сил отстаивать свои интересы, достаточно сил парировать. Но художник изобразил нашего героя как будто на возвышении. Вы выше всех. Нужно ли устраивать какую-то полемику? Нужно ли кому-то что-то доказывать? Вот эти вопросы нам предлагают себе задать карта, прежде чем мы включимся в какое-то дело или на что-то согласимся буквально так. Анализ где-то хладнокровный, интеллектуальный и умение прислушаться к интуиции и предвидеть на пару шагов вперед. Это все то, что вам в плюс так и помогает. Финансы. А по финансам тройка мечей. Ну, это карта всегда прошлого. То есть была какая-то ситуация, которая нас словно, ну, не просто ранила, а на какой-то момент, может быть, выбила словно из колеи. И это всегда глубокие переживания, когда уже ситуация ушла, а вот это разочарование, оно застряло где-то в нашей душе. И значит, я могу предположить, либо о себе может напомнить какая-то, как проблема, так и человек. Или вы будете решать какой-то финансовый вопрос, чтобы выйти из вот такого какого-то разочаровывающего состояния или из той проблемы, если у вас она на самом деле сложилась. И тут как раз вы решите этот вопрос на этой неделе. Найдете как и людей или каких-то, может быть, способы заработка, да, или новые какие-то грани сотрудничества. Но есть тут что-то, как можно решить вашу проблему, если она у вас на самом деле есть. Но для кого-то это может быть еще и подсказка, не трать деньги, потому что потом как-то все может поменяться, и с учетом и семерки жезлов, да и Верховная Жрица нам говорит, аккуратнее, не торопись, не ускоряйся, будет желание такое, да, где-то как и настоять на своем, так и сделать что-то по-своему, но мы не должны себе навредить, что и семерка жезлов, ввязаться в какой-то спор буквально, или, может быть, оказаться в каком-то споре, когда двое выясняют отношения, ну и нас туда, в этот замес, если мы даже случайно оказались свидетелями. Вот здесь мы должны немножко быть провидцами и предугадывать даже не только свои какие-то шаги, но, прислушавшись к интуиции, прочувствовать словно собеседника, что он там имеет у себя в голове, да, или для чего ему это нужно. Ну, так или иначе, обесточить мы себя определенно не должны. А вот если есть проблема, есть варианты как раз и решения, что в личной жизни, ну, наверное, от начала до конца вам надо быть хладнокровными, это точно. Если с Верховной Жрицей у нас еще выпадает карта алхимика, даже при том, при всем, что мы тут, знаете, может быть такой вау-подъем воодушевленный, а транслировать нужно спокойное дружелюбие и больше ничего. И не включение ни в один вопрос. Вот карта алхимика, она очень совпадает с описаниями Соловьева. Есть две книги «Дилогия», «Волхвы» и «Великий Розенкрейцер». Там описан Захарий Фовинов, который был один из посвященных. И очень интересно, он описан как вот личность, насколько он был невозмутим. Вот вам, мои дорогие водолеи, может быть, кто-то читал, то со мной, я думаю, согласится. Вот на этот период времени, на эту неделю вот просто необходимо быть в таких энергиях, потому что, как и солнце, как и кубок, мы должны продолжить. Я-то все думаю, почему нам в позиции, чему сейчас не время, выпадает такая прекрасная карта. И вроде как, чего не избежать, карта солнца. Раньше солнце выпало, останавливали гадания. Но мы, понятно, продолжаем, а следом идет Верховная Жрица. Это карта тайных знаний. Ведь у нас, посмотрите, восседает жрица, словно между двух колонн. Это колонна светлая, это то, что явное, что нам демонстрирует. А это то, что является как бы, ну, предпосылками. Это у нас следствие, а это первопричина. И нам как раз нужно увидеть вот этот подводный айсберг, потому что он
намного серьезнее и глубже, и хорошо скрыт. Но вот как раз эти загадки и разгадывает Верховная Жрица. Вот и вам, я говорю, на пару шагов вперед, как и свои действия предусмотреть. Или взаимодействие с людьми, или если я участвую в том или ином деле, вопросе, а дальше будет что? Вот этот анализ для вас совершенно необходим. Как раз этим маг и занимается. Он знает, как слово отзовется, или как те или иные действия могут быть восприняты или продолжены, что будет потом. Он как раз имеет это предвидение, и он взаимодействует со всеми стихиями. Он переключается быстро, но он умеет, если нужно, вовремя отойти в тень. И вот, кстати, вот в этих двух книгах очень хорошо описано вот этот факт, он как будто из ниоткуда может появиться и раствориться в никуда. Вам почему-то это на личную жизнь, но ведь личная жизнь не только про любовь. Это еще и какие-то наши амбиции в хорошем смысле. Это еще и задумки наши, то какая-то важная цель, которой мы придаем, как и духовное значение. По карте алхимик без духовности не бывает вообще, потому что для него всегда есть цель. Для него не столько материальная, сколько вот именно та самая какая-то цель, как направление его жизни. Он должен это сохранить. Это все равно, как сохранить самого себя, какие-то свои позиции. И у вас это выпадает на неделю. И значит, вот где-то в этих энергиях алхимика вам следует быть. Это ведь великий манипулятор. И поэтому нам как будто приходится тоже манипулировать. Может быть и люди. Вот семерка жезлов, мы уже сказали как раз об этом, и я приблизительно тут ситуацию обрисовала. И поэтому не включение в те вопросы, которые, ну, нам туда не надо. Или в трате денег. Нам тоже как будто вот не нужно. Алхимик, он тут только самое необходимое. Его какая-то главенствующая цель. Она не должна меняться от того, что меняются обстоятельства, меняются люди, меняются законы, меняются еще, ну, какие-то события и новости самые разные приходят на наш порог и в наше информационное пространство. Но сохранить себя – это искусство. Перекладывайте на себя, мои дорогие водолеи, очень многообещающая неделя. И будьте счастливы и любимы всегда.